Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку, и мы дождались. Вышел новый альбом Arctic Monkeys. Скажу так, к этому релизу я готовился основательно, причем делал это прямо на этом канале. Если вдруг кто-то залетел на этот обзор из поиска, может быть, возможно, надеюсь, я попал в рекомендации какие-нибудь, то последние 2 месяца я обозревал всю дискографию Arctic Monkeys в виде подкастов. Это, собственно, точно такие же ролики, просто без моего лица. Можете посмотреть у меня на канале. Я очень старался. Я разобрал все альбомы Мартышек от дебютника до Tranquility Base Hotel and Casino. На этом я закончил свою серию подкастов. И новый альбом, естественно, я уже хочу и готов обсуждать в видеоформате. Собственно, в Новой Зеландии уже пятница. Если у кого-то есть желание прям сразу включить VPN и уже слушать альбом, это можно делать абсолютно официально. Если нет, в ближайшие пару часов он у вас тоже выйдет. Ну а я, как всегда, по традиции хочу быстренько пробежаться по трекам. Не могу сказать, что у меня прям есть много именно по каждой композиции, что сказать, но традиции есть традиции. Потом к выводам альбома и, конечно же, оценки. Поехали. Можете смело наливать себе чаек или какие-нибудь, знаете, другие напиточки. Спойлером скажу, под этот альбом отлично подойдет виски, бренди, что там еще пьют, ром. В общем, все, знаете, такое элитное, дорогое, красивое. Так что погнали. Открывает альбом композиция, которая стала лид-синглом альбома, называется That Better Be a Mirror Ball. И я писал сразу свою небольшую рецензию в свой телеграм-канал Showbiz. Я считаю, что это экстраординарно приятный микс с легкими ударными, пиано, струнными, и все это создает такой очень близкий вайб к альбому Tranquility Base Hotel and Casino, но при этом доводит его до совершенства. И вокальная работа Алекса Тернера в сочетании с таким вот джаз-лаунж звучанием просто смак. Это вот уже, знаете, не какие-то буйные рокеры из подвала нулевых, а такая взрослая, сыгравшаяся команда, которая ставит себе задачу творить что-то интересное. Второй трек I Ain't Quite Where I Think I Am. Очень такая протяжная, такая сексуальная, я бы сказал, песня. Общий вайб и гитары звучат отлично. Хотелось бы, наверное, чуть более заумного, интересного текста. Тут, к сожалению, не случилось, но сойдет. Трек номер 3 Sculptures of Anything Goes. И тут нас встречает такая более мрачная, темная по звуку композиция. Очень отчетливо и записаны, прям вот, знаете, супер близко к микрофону. Так вот, например, делает Билли Айлиш. Вокал Алекса Тернера звучит немного даже мистически. Я считаю, что это играет свою роль в становлении общей картины альбома. И, наверное, я бы этот трек назвал чем-то близким и, возможно, отсылкой к их альбому AM. Четвертый трек Jet's Kiss on the Mode. После первых трех песен не самая впечатляющая композиция, но вполне рабочая и подходящая по звучанию. Но тут вайб вот этого, знаете, чего-то дорогого, красивого немножко перешел в сторону вайба лаунжа дорогого стрип-клуба. Хотя при этом текст хороший, но вот в звучании, мне кажется, где-то они немножко то ли продешевили, то ли переборщили. Пятая Body Paint очень драматичная песня, которая имеет свойство хорошо раскрываться при нескольких прослушиваниях. Мне понадобилось, наверное, буквально 3-4 раза ее послушать целиком, чтобы понять, что она мне нравится, потому что с первых прослушиваний так она, знаете, зашла наполовинку, на полушишечке. Наверное, мне бы хотелось, чтобы старт был такой же мощный и красивый, как и финал композиции, но, к сожалению, тут этого нет, поэтому из-за такого довольно среднего по качеству начала кажется, что песня так себе. Шестая композиция, заглавная, называется как и альбом The Car. Это просто отвал
башки. И под отвалом башки я имею в виду мелодию. Ребята, это просто готовый саундтрек Джеймса Бонда, в лучших традициях, в лучшем качестве. Вот тот саундтрек Джеймса Бонда, который спокойно забирает Оскар. Настолько потрясающе красиво, драматично, мастерски отыгранно звучит эта песня, и среди вот первой шестерки, если идти по порядку, она самая лучшая, как мне кажется. Седьмой трек Bad Ideas, снова потрясающий инструментал нас встречает, очень такая длинная, откровенно киношная композиция, и сразу уже рисуется такой паттерн во время прослушивания, что у ребят филигранно получается рисовать прям в твоей голове картинки, своими песнями с этого альбома. У восьмой песни "Hello You" тоже есть своя фишечка в виде красивого инструментального аутро. И, наверное, это единственная песня, которую хоть как-то можно приравнять к более традиционным Arctic Monkeys, то есть вот тем еще каким-то из конца нулевых. Более она такая, знаете, подвижная, более громкая местами, то есть вот что-то из того. А в девятой же песне «Мистер Шварц» своя фишка — это прогрессия аккордов. Просто великолепно, как эта песня раскрывается, как она набирает обороты, просто вау. И десятое Perfect Sense — это клоузер альбома, тоже, я считаю, прекрасно справляется со своей задачей, красиво нас выводит с этой же вот такой лаунж-темы, под красивый аккомпанемент, хороший вокал, красивые слова. И мы так, знаете, плавно выходим из вот этого потрясающего, дорогого, наполненного чем-то, знаете, таким блестящим, красивым лаунжа, в сторону выхода, когда, знаете, вот уже мелодия где-то звучит сзади, затихает, и мы на этом заканчиваем и погружаемся в нашу вот обычную жизнь. И на этом оказывается, что все. На альбоме всего 10 песен, он длится менее 40 минут. Это быстро, альбом достаточно короткий. Однако не кажется, что ему чего-то не хватает, поэтому мы закончили с трек-листом. Давайте переходить к выводам альбома. Ну что, Arctic Monkeys, альбом The Car, и снова нас чем-то доудивляют, потому что группа Arctic Monkeys, я считаю, сейчас находится просто в уникальном положении признания, успеха. Их любят, их слушают, на их концерты будут ходить. У них довольно обширный, большой, крутой музыкальный каталог. И обычно, когда такое в карьере случается, особенно с группами, этот кейс рабочий, они превращаются в таких вечных ездильщиков, такого слова нет, я знаю, по гастролям, которые поют свои лучшие хиты, постоянно, знаете, перевыпускают старые пластинки, там типа про десятилетия, 15-летия, 20-летия. То есть те, кто начинают жить уже чисто на своем наследии, музыкальном каталоге. И казалось бы, Arctic Monkeys уже как раз, ну, достигли того момента, когда это можно провернуть, и они этого не делают. И, наверное, именно поэтому я считаю, что Arctic Monkeys являются уникальным кейсом группы из нулевых, которые за счет своего нестандартного пути развития, которое делается за счет того, что группа не боится ломать свои же рамки, свои барьеры, группа не боится недовольства, группа не боится потерять слушателя. Первоочередно ставит то, что они хотят творить, они хотят развиваться, они хотят пробовать что-то новое, они хотят экспериментировать, и они спокойно этим занимаются. И даже если кто-то отваливается по вот этому вот экспериментному пути, находится новый слушатель, который оценит их новую работу, их новый стиль звучания. И это именно то, что они продолжают делать. И я считаю, что это заслуживает просто невероятного, неимоверного уважения. И если с альбомом Tranquility Base Hotel and Casino мы плавали где-то в вайбах 60-х, мы улетали в космос, мы рассуждали на тему чего-то неземного, инопланетного, то тут мы, во-первых, возвращаемся на Землю. Темы становятся более понятными, музыка становится не настолько вдохновленной вот этим вот космической одиссеей 60-х. Тут у нас за основу берутся
ранние 70-е. Из этого мы получаем такой, дорогой вайб красивого лаунж, инди-рок, попсы, вот полностью намешанного кучи жанров, которая вот в современном качестве, в модной обработке, в интересном вокале Алекса Тернера и, самое главное, конечно же, в текстах, которые он пишет, потому что это очень хороший с текстовой стороны альбом. Алекс Тернер понимает, что он сейчас пишет более взрослую музыку, более осознанную местами музыку. Соответственно, он старается ее подать как-то, знаете, поумнее, но при этом он не забывает, кто он такой, и что многие слушатели группы любят его за такие местами придурковатые тексты, про какие-то, знаете, смешные отсылки, и он тут это не забывает делать. Мы это получаем на многих композициях, и это звучит в тему, это звучит очень реально с их стороны. То есть, несмотря на то, что мы где-то вот погружены в какую-то вот тему, скажем так, то он все равно выводит нас на внимание или на какой-то смешок своими какими-то цепкими фразочками. Из-за этого альбом, вот знаете, как такой плотный, хороший шар собирается воедино, при этом с разных сторон отблескивая чем-то своим. То есть это такой, если это назвать, дискошаром этот альбом, то это дискошар, покрашенный с разных сторон в разные цвета. Соответственно, как его ни крути, начинает отблескивать по-новому. И вот этот альбом для меня именно такой. Поэтому главным выводом, наверное, хотелось бы сказать то, что если вам, абсолютно не понравился прошлый альбом группы "Разительные изменения их звучания" с Tranquility Base Hotel and Casino, вам будет сложно с этим альбомом. Вам он, скорее всего, не понравится, но мне хотелось бы вам предложить подумать на тему того, почему вам не понравился тот альбом. Потому что, да, я понимаю, это абсолютно другое звучание. Это не Arctic Monkeys из нулевых, это не громкие, там, знаете, скандальные или какие-то рокеры. Нет, это взрослый коллектив, который делает новую, интересную, осознанную музыку. И вот задайте себе вопрос, почему вы не готовы ее принять. Подумайте, послушайте еще раз прошлый альбом, придите к этому, сравните, почитайте тексты, послушайте инструменталы. И, возможно, вам покажется, что группа в целом очень натурально, красиво и правильно состаривается. И я вам обещаю, если у вас получится это все понять, проникнуть, знаете, просто надев черные очки, послушать последние 2 альбома, делая вид, что вы прикуриваете сигару. И если у вас сложится этот пазл, и вы поймете, что все на самом деле было не так уж и плохо, а даже очень-очень хорошо, то я обещаю, альбом "The Car" встретит вас просто, с распростертыми объятиями, укутает в свое очень вкусное, очень красивое, очень такое киношное звучание, и вы ни за что не останетесь разочарованными. Но переходя к моей оценке, я ставлю альбому Arctic Monkeys "The Car" 8.6 из 10. Ну и, конечно же, я жду ваши комментарии. Я понимаю, что я выпускаю ролик в момент, когда альбом еще только-только выходит, поэтому не стесняйтесь, возвращайтесь под ролик, пишите свои комменты, я их всегда очень сильно жду, мне интересно их почитать. Как вам альбом новый Arctic Monkeys, любимые песни, нелюбимые песни, что вы вообще думаете о их пути творчества. Конечно же, не забывайте поддержать ролик, если вам понравилось, палец вверх или вниз, без разницы. Честно, алгоритмам все равно, лишь бы было какое-то взаимодействие. Ну и у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся очень скоро, буквально завтра.